Всем доброго времени суток! Вы на канале Ницула, это канал вязания. Меня зовут Валентина. Сегодня вместе с вами я буду вязать вот такой простой узор. На мой взгляд, его можно использовать для оформления каких-то элементов одного изделия. Для вязания этого узора используются изнаночные, лицевые и вытянутые петли. Рассмотрим схему данного узора. Раппорт состоит из двух петель по горизонтали и 4 рядов по вертикали. На схеме узора у меня обозначены как лицевые ряды, это нечетные числа, так и изнаночные ряды, это четные числа. По обозначениям. Кружок обозначает: петлю нужно снять на правую спицу не провязанной и при этом нить держать за работой. Перечеркнутый кружок обозначает: петлю нужно снять на правую спицу не провязанной и при этом нить рабочую держать перед работой. Вертикальная черточка обозначает лицевую петлю, горизонтальная черточка обозначает изнаночную петлю. Для своего образца я наберу 33 петли. Из этих 33 петель 30 петель это число, которое кратно числу 2, так как у нас в раппорте 2 петли. Добавлю одну петлю для симметрии, чтобы полотно одинаково выглядело как в начале, так и в конце. И плюс 2 петли кромочные. Итого для образца я наберу 33 петли. Кромочные петли я в своем образце буду провязывать следующим образом. Первая петля снимается не провязанной, последняя кромочная провязывается изнаночной. На схеме узора кромочные петли не обозначены и в рисунке они не задействованы. Итак, я набрала для своего образца 33 петли и после наборного ряда провязала один ряд изнаночными петлями. Далее я буду вязать рисунок по схеме узора, начиная с первого ряда. В первом ряду первая петля лицевая, следующую нужно снять и нить рабочую держать за работой. Это весь раппорт. Далее все повторяем до конца ряда. Одна лицевая, одна петля снимается, одна лицевая, одна петля снимается. Итак, вяжем первый ряд. Первую кромочную я снимаю, следующую вяжу лицевой. Далее одну петлю снимаю на правую спицу не провязанной, нить держу за работой. Это весь раппорт. Дальше все повторяем. Одна лицевая, одна петля снимается не провязанная, нить за работой. Одна петля лицевая, одна петля снимается, одна петля лицевая, одна петля снимается. И таким образом я вяжу до конца первого ряда. Во втором ряду первая петля изнаночная, вторая петля снимается, нить при этом держится перед работой. И далее все повторяем. Кромочную петлю первую я снимаю. Первая петля по схеме узора провязывается изнаночной. Следующая петля снимается не провязанной на правую спицу, нить держится перед работой. Следующая петля изнаночная. Следующая петля снимается, нить держится перед работой. Следующая изнаночная. Следующая петля снимается, нить держится перед работой. И таким образом, чередуя одну петлю провязываю изнаночную, вторую снимаю, я вяжу до конца второго ряда. С лицевой стороны я сейчас по схеме узора буду вязать третий ряд. В третьем ряду все петли до конца ряда вяжутся лицевыми. Первую петлю я снимаю не провязанной, и далее все петли третьего ряда я вяжу лицевыми петлями. Третий ряд провязан до конца. Я повернула работу на изнаночную сторону и с изнаночной стороны сейчас буду вязать четвертый ряд. В четвертом ряду по схеме узора все петли провязываются изнаночными. Итак, я вяжу четвертый ряд. Первую петлю кромочную снимаю и далее все петли четвертого ряда вяжу изнаночными петлями. Я провязала четвертый ряд до конца, повернула работу на лицевую сторону. Вот как сейчас получается узор. Четвертый ряд это был последний ряд в раппорте. Далее, начиная с пятого ряда, все будет повторяться. То есть я буду вязать, начиная с первого ряда. Я провяжу несколько раппортов в высоту самостоятельно и покажу вам, как получается узор. Я провязала несколько раппортов в высоту. Вот такой узор у меня получился.
На сегодня у меня все. Всем всего хорошего.